Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок, Яндекс.Дзен, телеграм-канал Рутюб. Сегодня предлагаю посмотреть, попробовать связать по схеме замечательной такую двухцветную красивую шаль. У меня замечательные ниточки нежного голубого цвета и красивого синего. Я буду вязать в 4 нити, всегда вяжу в 4 нити. Одну я из центра беру и одну сбоку беру. И получаю 4 сложения. Это самое такое оптимальное соотношение пряжи, потому что в 2 очень тонко. Крючок 2,75. Набираем 1, 2, 3, 4, 5. Схема есть, хорошее вязание, несложное. Замыкаем в кольцо, провязываем 1, 2, 3 воздушные петли, столбик, столбик. Так, 3 столбика, еще 2, 5 столбиков, 2 воздушные петельки. 5 столбиков с одним накидом, 2 воздушные петли и еще 5 столбиков. Вязание у нас будет чередоваться либо просто столбики, либо столбики с воздушной петлей, как филейные квадратики такие вот у нас. 4, 5 провязали, вяжем 1, 2, 3. Это столбик, воздушная петля, и в это же место вкалывания еще один столбик, воздушная петля, внизу пропускаем 1 столбик, воздушный столбик, воздушная петля, столбик пропускаем, столбик. Вот, то есть у нас будет такое чередование, либо столбики с одной воздушной петелькой. Провязываем воздушную петлю и в самый центр 1 столбик, воздушная петля, столбик. То есть все, как мы и вязали. Воздушная петля, столбик, воздушная петля, внизу в 1 пропускаем столбик, воздушная петля, в самый последний вяжем столбик, воздушная петля. Это у нас такая будет прибавочка. В самом начале, в самом конце провязываем галочку такую в 1 столбик. Вот, идем дальше. Следующий ряд, 3. Опять галочка. Всегда начинаем с галочки. Галочка, галочка, галочка. Всегда. Провязываем галочку, и все столбики, которые у нас есть в наличии, их тоже провязываем. А по центру можно поставить маркер. Вяжем 2 столбика, 2 воздушные петли, 2 столбика. То есть чередуем. В одном ряду у нас будет просто галочка, а во втором по 2 столбика. Вот. Центр запоминаем. И наша задача провязать 1 ряд столбики без пропуска, 1 ряд столбики пропускаем. Это у нас будет клеточка. Еще, еще и еще. То есть вот такой повтор. Всего должно получиться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядочков чередования. Либо просто столбики, либо столбики с воздушной петлей. По центру можно поставить маркер. Чередуем либо вот такие у нас простые галочки, либо, как в самом начале, двойные. Вот. 7 рядочков вяжем, а потом у нас такой вот интересный узорчик будет. 3 воздушные петли подъема, и в это же место вкалывания столбик без воздушной петли. Там, где была воздушная петля, вяжем столбик. И там, где столбик, тоже вяжем столбик. То есть наша задача в этом ряду провязать все столбиками с одним накидом. А в следующем провязываем столбики с одной воздушной петлей. Итак, наша задача провязать 7 рядочков, потом выполнить
красивым синим цветом. Вот я подошла в центр. В центре наша задача провязать столбик и второй столбик, 2 воздушные петли, маркер пропускаем и еще 2 столбика. Вот. В тех рядах, в которых мы вяжем просто столбики, у нас они вот такие будут сдвоенные по центру. В остальных просто галочка. Вяжем 7 рядочков, чередуя ряд с воздушной петелькой, ряд вот такие клеточки, ряд столбики, ряд клеточки, ряд столбики. Вот такой узор очень простой. Либо у нас квадратики, либо столбики с накидом. Я думаю, что все умеют вязать. Теперь смотрите, в самом конце этого рядочка нам нужно поменять цвет на другой. То есть мы провязали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядов провязали. Меняем цвет на другой. Такой насыщенно красиво синего цвета. Вот. И провязываем 1, 2, 3. Всегда провязываем галочку, да? В самом начале провязываем 2 столбика. Подтянем все. Теперь 2 воздушные петли. 1, 2. И в следующий столбик соединительный столбик. 1, 2. И вот я поставила маркер. 2 столбика пропускаем. И там, где маркер, мы вяжем столбик, 2 воздушные петельки, столбик, 2 воздушные петельки, пропускаем 2 столбика, в третий соединительный столбик, 2 воздушные петли, 2 столбика пропускаем, галочка. То есть у нас начинается такой вот узор, подготовка к пышным столбикам в этом ряду. Вот таким образом нужно провязать. 2 пропустили, соединили, 2 пропустили, галочка. Вяжем до конца ряда, и в самом центре у нас тоже должна получиться галочка. Вот так вот вяжем рядочек, и в самом центре галочка, ну 3 воздушные петли, а не 2, как обычно. Подходим к самому концу ряда. Вот у нас как все провязано. В центре галочка есть. Все здорово. 2 воздушные петли. У нас вот 1 столбик оставался. Точно так же, как в самом начале. Мы в него вяжем галочку. Столбик. И делаем воздушную петельку и столбик. Идем дальше. 3 воздушные петли провязали. Так как у нас всегда идет галочка, вяжем галочку между столбик и столбик. И смотрим, что нам предлагает схема. Она предлагает нам сделать 1 воздушную петлю и провязать следующую галочку. Вначале мы просто столбики вяжем, а теперь уже у нас красивый узор из пышных столбиков. 3 пышных столбика, вернее 3 столбика с общей вершинкой, это у нас пышный столбик будет. Вот так вот. Провязали 2 воздушные петельки и еще 1. 1, 2 и 3. 2 воздушные петельки и еще 1, 2, 3. У нас получается вот такой красивый цветочек. 1 воздушная петля между ними, и продолжаем вязать в следующую галочку точно такие же пышные столбики. Вся красота этой шали в том, что у нас идут простые ряды, а потом вот такие цветочные. Вот наша задача провязать весь ряд нашими цветочками. В центре мы вяжем просто-напросто 4 пышных, а не 3. Вот. Все. И со следующего ряда нам нужно провязать еще 7 рядочков, столбики с воздушной петлей и просто столбики. А потом ряд цветочков.
Давайте попробуем. Вот такой красивый узор у нас получается. Единственное, я решила поменять в самом начале. Не 4 столбика провязать, а провязать 2 лепесточка. Как-то так симпатичнее смотрится. Я все, когда провязала, посмотрела, 4 столбика вообще некрасиво. Я их распустила и заново сделала. Каким образом? Смотрите. У нас здесь вот такой узор. 2 столбика. И вот в центр этих 2 столбиков, также у нас и в начале все было. Я предлагаю провязать 2 лепесточка. 2 воздушные петли и еще. Потому что, мне кажется, как-то симпатичнее, чем просто столбики. Вот. И заканчиваем вязание с одной стороны, а с другой стороны нам нужно ввести синюю голубую ниточку. То есть мы заканчиваем голубым цветом. И провязываем 1, 2, 3. Воздушная петля, разворот. В это же место нам нужно провязать еще одну галочку. Воздушная петля. Теперь наша задача провязать между лепестками столбик с накидом. Воздушная петля. Между лепестками столбик с накидом. Воздушная петля. То есть мы с вами возвращаемся в тот наш простой узор, который у нас есть. Провязываем столбики с воздушной петлей. Потом вяжем просто столбики сплошным рядком, то есть без воздушных петелек. Вот так вот все. Достаточно просто. Смотрится все красиво, все здорово. Единственное, что я вначале посчитала 7 рядочков, потом узор. А теперь думаю, наверное, это будет не очень красиво. Можно будет сделать, допустим, 3-4 рядочка такого узора, потом цветочки. То есть чуть чаще, да, чем 7 рядов. Как вы считаете? Напишите в комментариях обязательно. Схема для того и существует, чтобы их переделывать. Основу мы с вами связали. Теперь нужно попробовать связать по рядам, попробовать поочередовать голубой, синий и цветочки, как мы вяжем. Все это уже понятно. Простой узор и красивый. Попробуем. Вот такая красота у меня получилась. Я провязала несколько рядочков, чтобы показать, как можно комбинировать и как можно интересно обыграть простую, казалось бы, схему. Всего-навсего 4 рядочка столбики, филейные квадратики и 1 ряд вот такой красоты. И у нас есть интересная, красивая работа. Огромное спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Предлагаю попробовать связать, порадоваться, может кому-то подарочек связать. До новых встреч. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен. Рада вас всех видеть на следующем видео мастер-классе.